Всем привет! С вами Сергей Табачников, и вы смотрите свежий выпуск передачи «Надел». Я надеюсь, вы обмениваетесь с друзьями ссылками на передачу «Надел», потому что нам очень нужны новые свежие зрители, еще с неиспорченными мозгами, потому что они самые ценные. Итак, мы начинаем. Всем привет, это «Люблю тыкать», и сегодня у нас в гостях механизированный, многонасыщенный поросенок зеленого цвета с 5 регулировками и кнопкой. Никто не знает, зачем она, ведь реальные пацаны, они же эффекты никогда не выключают. Звучит очень своеобразно. Что-то вроде фуз, что-то вроде не фуз. Там, конечно, написано, что это и овердрайв, и дисторшн, и все что угодно. И стоит там наша любимая микросхема от тюбскримера. Безумное количество децибел, буста, эквализера, гайн, волюмы. Не знаю, зачем все это нужно, но если покрутить, примерно как-то меняется. Дождались. Вот это чистый звук.
общем и целом, кому не нужен плотный до бесконечности пропентерированный звук, советую, рекомендую. Я бы с удовольствием ее ставил себе, но ради одной песни не могу. Бюджет не тянет, ведь кошкам нужно покупать еду. Поэтому незамедлительно, пишите мне срочно, срочнейшим образом. Итак, сегодня мы поговорим о правой руке, источнике настоящего металла. Все очень просто. Все очень просто. Итак, вот палец – это ось. Вот другая рука – это опора. Вот опора, она должна быть ровно здесь. Я перевожу сюда, и мы должны делать вот так. Ровно по этой опоре. Движение кистью не надо подрачивать всем плечом, всей рукой. Ничего хорошего из этого не получится. Только кистью. Да, вот так вот. И все. Все сразу само собой начнет получаться. Главное, это ежедневные упражнения. Вниз, вверх, вниз. Вот. Да. Можете тренироваться на друзьях, но лучше не надо. Могут неправильно понять. В эфире Музда. Сегодня, как обычно, арт. Этот человек тратит свое время на отрисовку изображений каких-то настоящих мудаков. Не нужно тратить свое время, ведь у вас действительно талант. Рисуйте что-то настоящее. Что-то, что заставит других задуматься. Но это очень круто. Я поставлю 28-ю скорость для того, чтобы не обременять пользователя. Кто хочет, может посмотреть в оригинале. Снизу есть ссылочки. Безумие.
Здравствуйте, доктор. К вам обращается медведь с помойки городского типа «Свежие носки». С детства я страдаю кривизной пальцев, и меня интересует такой вопрос. Что принимать, чтобы развить скорость перемещения пальцев по грифу? Что делать, чтобы пальцы летали? Халё, медведь! По поводу кривых рук я отправлю тебе в личку номер чумового совершенно хирурга. Зовут его Асфальт. Он чинит все, что угодно. Вот лично у меня бывает как. Сядешь что-то учить, не получается. Потратишь на это 3-4 часа, но все равно не очень. Потом отдохнешь день, ну в смысле ночь, на следующий день опять садишься и... О чудо! Оно само собой получается, потому что руки запоминают. И это самое главное. Нужно потратить 5 на 5. 5 дней по 5 часов, например, на одно и то же, и ты заметишь сам большой скачок вперед. И это будет приятно тебе, во вторую очередь, в первую твоим соседям. Ведь когда из-за стены идут райские совершенно звуки Баха или Рахманинова, то не хочется взять саперную лопатку и отрубить, блядь, эти конечности. Поэтому нужно заниматься для начала в наушниках. Хотя, если смелый, можно сразу так. Я вот сразу так и занимался. Правда, у меня не было соседей. Почему? Были. Просто у меня были скромные соседи. Итак, большое спасибо, Медведь, за то, что не поленился снять себя на камеру, выложить и прислать мне. Делайте так, все очень просто. Снизу этого видео вы найдете необходимый e-mail, куда стоит отправлять свои вопросы. Итак, это был надел. Смотрите нас, рассказывайте друзьям, отправляйте ссылки и следите внимательно за новостями. Уверяю, что скоро, совсем очень скоро, уже в ближайшие 29 лет, будет сюрпризовый тур, микротур по заглавным буквам. Что бы это, блядь, не значило. До следующего разца.